И всем привет. Экспедиция между планами. Фаза номер 3. Второй сезон, да? Давайте посмотрим вторую команду после горения. Вторая команда после горения у меня это Сбор. Сбор в новой версии игры и во втором конкретно сезоне. Его основой стала Глэдис. Глэдис очень сильно увеличивает урон команды Сбор. Именно Глэдис сделала Сбор очень даже конкурентоспособным. Сколько урона наносит команда? Вот такая, да? Видим, что здесь Хуберг, видим Ацилия, видим Глэдис, видим Ларентиль и Алтон. Она наносит около 1 100 000 000. Давайте посмотрим. Итак, видим 1 045 000 000. Ну, урон прыгает, и можно набить чуть больше, можно набить чуть меньше, то есть нужно пробовать, смотря сколько у вас имеется в наличии попыток автобоя. И видим, что весь урон, абсолютно весь урон наносит Хуберг. Ну, Глэдис ему помогает, кстати, неплохо, 150 000, это очень даже неплохо. Ну и, соответственно, Ларентиль с Алтоном набивают еще 100 000 в общем. Это неплохо, это позволяет им перевалить за 1 миллиард. Давайте посмотрим, что это за команда. Она без проблем живет 10 минут, потому что есть Ацилия. Ацилия решает вопрос, сразу решает вопрос с дебафом атаки, который вот этот элементаль кидает на нас. Потому что она снимает дебафы, соответственно, и дает иммунитет. Но даже если бы она этого не делала, в принципе, Сбор может без этого обходиться, потому что Сбор очень часто ультует, во-первых, у них цикл короткий. И, соответственно, Сбор не дает элементалям подниматься, вот конкретно вот этому. То есть он не дает накладывать этот штраф атаки, поэтому вот так вот. Давайте посмотрим на Ацилию. Ацилия у нас здесь заливчик. Заливчик, вот на это не обращайте внимания, просто остался предмет с другого героя. Я его просто перекинул. Ацилии можно одевать что угодно, но главное, чтобы здесь была заливка. И плюс надо, чтобы здесь у нее был рок, чтобы повышать наш урон. Здесь таланты вообще не важны. Ну, единственное, что может быть вот этот может как-то повлиять, но я сомневаюсь. В общем, здесь ничего не важно, и здесь ничего не важно, кроме сета на заливку. Потому что ее основная функция это заливать и снимать штраф атаки. Ну и подхиливать. Хотя здесь ни то, ни другое, в принципе, даже и не нужно. Почему? Потому что я покажу это во второй команде. Хуберг. Кто бы мог подумать, Хуберг у нас здесь с маской. Почему с маской, а не с его стихийным артефактом? Потому что маска показывает здесь заметно лучший результат. Так как у нас элементали умирают, это не просто босс, да, а они умирают, то эта маска может помогать, во-первых, добивать их, казнить. Во-вторых, она наносит урон неплохо за счет того, что у Хуберга множественная вот это вот абсолютный навык, и, соответственно, она и так много урона наносит. Ну и плюс здесь крит урон. То есть я проверял стихийный артефакт, проверял маску. Стихийный, оказывается, проигрывает. Хуберга мы одеваем, понятно, что в крит шанс немного, потому что у нас Ларентиль будет давать крит шанса еще 40, да, процентов. 40, по-моему, или 30, 40, по-моему. И на остаток атаку максимально и крит урон, естественно, да. Такой вот набор у меня получился мифических предметов. С такими эффектами он показал у меня, по крайней мере, лучше всего. Я пробовал другие варианты, другие комбинации. Ну и как бы у меня выбор-то не особо большой. У меня хороших предметов, в единичном экземпляре они представлены. Поэтому вот такой вот набор. Таланты. Обратите внимание на таланты. Таланты наносят разница между талантами очень значительная. Поэтому обращайте внимание на таланты и берите вот такие. Потому что вот здесь, допустим, есть такой же талант, но там другой бонус. Этот заметно лучше. Такие вот таланты. Кто тут у нас еще? Глэдис. Глэдис у нас с этим бафом, сетом на баф. И плюс разлом. Поэтому ей точность, естественно. У меня был такой вот мифический предмет, который увеличивает атаку. И причем здесь главная характеристика атака. Ей это отлично подходит, потому что она у нас бафает именно с атаки. Поэтому здесь я и выкрутил атаку. Атака, атака. Везде атака плюс точность. Такие вот у нее таланты. По крайней мере, у меня они тоже показали наилучший результат. Кто у нас здесь еще? Ларентиль. Ларентиля недокачанные таланты, но это в принципе не важно. Ларентилю я одел максимально атаку. Его можно одеть по-другому. То есть, допустим, не Ацилию на заливку, а его. Если вдруг у вас для Ацилии есть какой-то лучший вариант. Но я не знаю, что лучший вариант для Ацилии, поэтому я ее одел в заливку, а уже Ларентиля на урон. На урон вот эти вот вещи вообще можно перекинуть Алтону. По-моему, он с уроном лучше справляется. А уже Ларентилю тогда одеть вот этот сет на баф урона. Потому что Алтон вообще он неплохо урон вносит. И есть смысл ему вот эти мифики перекинуть. Попробуйте сделать так. Потому что я этого не успел сделать, я, если честно, еще и забыл это сделать. У Алтона здесь, так, я не договорил про Ларентиля. У него здесь орган. Понятно, что у него атаки максимально здесь. То есть он раздает атаку. И это его основная функция. Помимо того, что у него навыки, да, отличные. Второй после Глэдис. Еще он раздает много-много атаки.
Алтон тоже навыки не докачаны, их можно докачать, потому что все-таки урона он вносит, заметно. Как, в принципе, и Лорентилю тоже, не помешает. Но у меня не хватило хлеба, поэтому я не стал уже их докачивать. Там небольшая разница, поэтому... А ресурсов нужно много, поэтому я не стал этого делать. Алтон у нас сет ушей, 3 ушей, на баф урона, и ребра. Я ему не стал сопротивление делать еще больше, потому что у нас есть Ацилия, с помощью которой он все равно будет сопротивляться. Поэтому... Но можно на всякий случай добавить ему одну руну, чтобы уже наверняка, да, на сопротивление. Неважно какую, ну, лучше, конечно, с атакующими характеристиками. Собственно, все. Больше тут про команду, про саму. Аура здесь должна быть, конечно же, на атаку. Она лучше подходит. Это я сохраню. И давайте посмотрим тайминги. Расстановка, в принципе, как мне кажется, она здесь, кстати, вообще не важна особо. Потому что элементали умирают часто, не поднимаются. Плюс у нас есть иммунитет от Ацилии. Но лучше на всякий случай, наверное, все-таки Лорентиля оставить чуть-чуть дальше. Просто тогда баф на урон будет попадать от Ацилии, наверное, хуже на них. То есть от лечения. Вот этот баф на урон. Поэтому, может быть, есть смысл их вот так поставить. Здесь у нас все равно Ацилия подлечивает и дает иммунитет и снимает ослабление. Поэтому, в принципе, я думаю, не критично. Просто иногда может получиться так, что пройдет штраф к атаке на Лорентиля, да, когда он будет кидать. И получит его Хуберг. То есть Ацилия здесь без тайминга. Поэтому смотрите сами. Если есть вариант получше, опять же, сообщайте. Я буду вам очень признателен. Если у вас набивают они больше. Тайминги у нас вот такие. Очередность здесь такая, что у нас идет Лорентиль, затем Глэдис, затем Алтон. И уже с задержкой, с небольшой, ну как небольшой, 5 секунд. Чтобы там Алтон свои сферы раскидал. Это Хуберг на 17 секундах. Цикл у них 13,5 секунды, потому что, во-первых, Алтон ускоряет с 3 сборами. И, во-вторых, сет на заливку. И вообще у них время перезарядки достаточно низкое у сбора, поэтому 13,5 им отлично подходит. Ацилия у нас без тайминга. Давайте сразу я вам покажу код команды. Код команды у нас вот такой. И давайте посмотрим бой.
Ну и как видим, очень стабильная, хорошая команда с отличным результатом. 1,5 миллиона ДПС у Хуберга. Это, конечно, что-то немыслимое. Хотя у него, конечно же, плюс 4, но будет меньше, да. Допустим, снять пробуждение будет меньше, но все равно это очень хороший результат. Я пробовал другие команды, и это как бы одна из лучших. Тут всего два варианта, которые у меня получились самые лучшие. Это вот эта команда, и давайте посмотрим вторую. Вообще здесь почему здесь Алтон вообще? Алтон еще больше увеличивает урон. То есть без него у Хуберга заметно меньше урон в секунду. Я пробовал здесь других героев, и Алтон получается самый лучший вариант. Понятно, что если у вас есть, допустим, Телендор с артефактом, то вы сможете набить чуть-чуть больше, либо столько же. Но Телендор, извините меня, с артефактом, да, это эксклюзивка, эксклюзивный герой и его эксклюзивный артефакт. А разницы нету. То есть, а зачем платить больше, как говорится, да? Поэтому вот так вот. Ну и, соответственно, вторая команда, это и есть команда с Телендором. Давайте посмотрим ее. Команда яда, кстати, да, набивает 1 200 000. Вот такая. Команда с Телендором у меня представлена тем же самым, все то же самое, только единственное, что теперь уже олень на заливке, так как у нас здесь есть Филосия. Почему я поставил Филосию? Потому что она у нас здесь выполняет несколько функций. Во-первых, у нее здесь ребра, то есть она повышает урон за счет ребер. Во-вторых, у нее сет на баф урона. В-третьих, за счет того, что она накладывает щит, с помощью этого предмета она увеличивает урон еще. Поэтому вот такие вот три функции. Ну и, соответственно, она помогает выживать команде. Также я ей поставил вот это вот талант, который снимает ослабление без использования этого мифического предмета на снимание дебафов. Поэтому имейте в виду, вот он здесь нужен. В остальном здесь все то же самое. Глэдис у нас та же самая, Хуберг у нас тот же самый, с маской. Все то же самое. И урон у Телендора заметно хуже, чем у Хуберга, потому что Глэдис отдает предпочтение ему. У него крит урон выше, чем у Телендора. Кто знает, кто не знает, Глэдис у нас акцентирует внимание, исходя из максимального критического урона. Здесь вот герой с наибольшим критическим уроном получает вот эти вот заряды метки, которые, за счет которых как раз таки урон и вырастает. Поэтому здесь Хуберг... Я пробовал сделать крит урон выше Телендора. И получалось заметно хуже. То есть Хуберг здесь вне конкуренции даже по сравнению с Телендором. Все-таки у Телендора ограниченное количество ударов вот этих лучей по одному противнику. А у Хуберга очень много вот этих его повторов ударов. Поэтому он здесь, и тем более они сразу бьют троих. Он здесь играет лучше. Навыки те же, у Телендора навыки вот такие. В принципе, они такие же, можно сказать, такие же. У него здесь не очень хорошая вещь на сопротивление, но другой лучше у меня нет. А если менять ее на не мифическую, получается хуже. Тайминги. Тайминги у меня для этой команды вот такие. Цикл такой же, как и там, единственное, что вместо Алтона здесь Телендор. То есть у нас идет Ларентиль, потом Глэдис, потом Телендор, а потом Хуберг. И цикл такой же 13,5. Филосия у меня здесь по умолчанию. Вместо Филосии можно ставить Ацилию, но у меня почему-то вот с Ацилией получалось хуже. По Ацилии у меня получалось хуже, и плюс, если у вас нету Филосии, вы можете ставить кого-то еще. Допустим, Ардред, допустим, Роуз, ну то есть кого угодно. Кого угодно, кто подходит под выполнение вот функций на выживание, допустим, и на бафы. Ту же самую Кэтрин можно поставить. То есть, ну тут много вариантов. Берите любого героя поддержки, который может делать то же самое, да, то есть, допустим, желательно, чтобы щиты кидал, и, ну, этот сет можно кому угодно поставить, и ребра тоже кому угодно, то есть, желательно, чтобы щиты, и плюс снимал ослабление, потому что ослабления будут проходить иногда. И давайте сначала автобой, затем я покажу код команды, и затем посмотрим сам бой. Только на этот раз всю анимацию я не буду ставить, я покажу начало и покажу конец. И видим, что с Телендором получается чуть-чуть больше. Хотя, опять же, не факт, что с Алтоном, если не переиграть, то не получится столько же. С Телендором я набивал здесь 1 100 000 с копейками. Хуберг здесь уже вот такой вот у него ДПС, и у Телендора вот такой. То есть, в общем, получается чуть-чуть больше. Не критично. И давайте посмотрим код команды. Ой, не туда полез. Код команды вот такой. Я его также выложу в описании и, наверное, скину еще в телеграм-группе. Давайте посмотрим, как происходит бой.
И видим, что на этот раз они набили даже еще чуть-чуть побольше. Я не сказал, да, до этого я не сказал, почему такая расстановка, более точно. Здесь же у нас Филосия, чтобы чаще накладывал вот этот баф урона. Она же накладывает щиты, вот так вот, да, на 6 клеток. Поэтому я поставил их вокруг нее. Телендора убегает сюда и становится здесь, то есть все будут получать. При этом, так как она у нас с ребрами, нужно, чтобы именно на нее кидалась штраф к атаке. Соответственно, Лорентиль стоит здесь, кидается на него, и штраф этот к атаке у нас больше никого не затрагивает, кроме нее и его. Соответственно, она дает баф и дает, соответственно, еще и баф за счет щитов всем. Вот поэтому такая расстановка. Ну и, собственно, все. По заменам. Давайте еще поговорим по заменам. Алтона мы уже видели. Филта можно ставить вместо, допустим, Телендора. Получится достаточно не очень, потому что все-таки Филта, он бьет только 2 цели. Но примерно получится то же самое, что с Телендором. Но хуже. Я пробовал, у меня вообще не получилось завести, потому что, во-первых, у меня нет талантов. И я даже не смог примерно определить, какой уровень урона у него. Но я помню, что в первом сезоне ставил Филта, и получалось примерно то же самое. То есть Филта можно ставить вместо Телендора. В принципе, можно его ставить прямо здесь. Единственное, что тогда штраф к атаке будут накладывать и сюда еще тоже. Тогда, наверное, лучше все-таки ставить Ацилию, которая будет независимо от расположения нашего союзника давать баф на урон с помощью рога и, соответственно, снимать ослабление. Также, кого здесь можно поставить? Вторым. Можно поставить Хэгио. Если у вас нету Алтона, то есть вы не можете сделать предыдущую команду, да, как вот предыдущую я показал. У вас нету Телендора, у вас нету Филта. Можно поставить Хэгио. Но я, наверное, все-таки советую вот его. Он очень неплохой, он вносит урон. Очень неплохой. И его не стоит ограничивать по таймингам. Он очень много набирает себе энергии. Часто причем это делает, и поэтому его не стоит ограничивать. Велби здесь достаточно хорошо играет, тем более, что у него площадь для рарного героя, то есть для редкого. Вот эта площадь, да, она очень даже здесь неплохо справляется, так же, как и у Хуберга, то есть бьет по всем. Это вот такая, наверное, лучшая замена. Я пробовал уже, и урон он действительно вносит неплохо. Ну, по крайней мере, для рарного героя, и плюс для того, у кого нету талантов. Я ставил без талантов, и он наносил где-то, вот с тем же снаряжением, он наносил где-то 400 тысяч урона. В секунду я имею в виду. Так, тайминги я показал, все я показал. Ну, тогда со сбором на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч в ролике, кому будет интересно, про команду Яда.